Привет, я доктор Берг. Поговорим, почему реже ходишь в туалет по-большому, даже когда ешь больше клетчатки. Ведь говорят, что больше клетчатки поможет чаще освобождать кишечник, но зачастую это не работает. Обсудим почему. Бытует мнение, будто клетчатка создает кал, впитывая воду, и вы чаще ходите в туалет. Но надо понимать, что люди с хроническими запорами едят ровно столько же клетчатки, что и люди, у которых запоров нет. Да, это любопытно. У людей с хроническими запорами эти запоры лишь усугубляются, когда они добавляют клетчатки. У меня тоже было небольшое количество пациентов, которым я предписывал есть от 7 до 10 стаканов овощей, и у них начинался тяжелый запор. Некоторым просто не хватает микрофлоры, чтобы переварить всю эту клетчатку. Первое, что вам надо знать, то, что клетчатку нужно получать из овощей, и, возможно, даже из фруктов, если у вас нет задачи похудеть. Допустим, у вас сильный запор, плюс проблемы с весом, и вы уже все перепробовали. Не возражаю, чтобы вы ели фрукты, потому что во фруктах есть определенные типы клетчатки, которые помогают облегчению, например, в сливах. Так что тут я не возражаю, потому что не иметь проблем с запорами гораздо важнее, особенно если вы пытаетесь худеть. Но есть нюанс. Если всю клетчатку вы получаете из фруктов, кстати, есть рекомендуемый объем клетчатки, который даже одобрен ассоциацией врачей. Это 35 граммов клетчатки в день. Если получать ее из фруктов, в довесок вы получаете 143 грамма сахара. Это 10 чайных ложек сахара ежедневно. Хотя это даже лучше, чем в среднем по США, где люди едят 31 чайную ложку сахара в день. Но все же это перебор, так что не стоит получать клетчатку лишь из фруктов. В основном надо из овощей. Старайтесь без нужды вообще не есть фрукты. Лучшая клетчатка в овощах. Я потребляю минимум стаканов 10-15 овощей в день. Но я так делаю уже давно, так что мой организм может перерабатывать столько клетчатки. Начинать стоит с небольшого объема, постепенно увеличивая. Но если у вас вздутие, особенно от кейла, тогда попробуйте что-то другое, потому что гораздо важнее избежать вздутия, чем потреблять кейл. Другой момент. Если вы пьете много воды, слишком много воды, от этого ваш стул станет обезвоженным. Это происходит потому, что простая вода иногда вымывает калий и другие электролиты, необходимые для увлажнения кишечника. У меня были пациенты с запорами и очень сухим стулом, которые пили по 4 литра воды в день. Мы снижали объем воды, добавляли электролитов, и бум, стул налаживался. Один из важнейших элементов для перистальтики, то есть волновых движений кишечника, это калий. Калий очень важен, особенно если вы получаете его из электролитного порошка. Он тоже вам поможет, потому что он стимулирует ту часть нервной системы, которая помогает избавляться от отходов. Это парасимпатический отдел. Это противоположность симпатического отдела, того, который «бей или беги». Ведь нужно быть полностью свободным от стресса и расслабленным, чтобы опорожниться. Когда вы в стрессе, пищеварительная система рефлекторно отключается. В общем, вот что я хотел сказать о клетчатке. Применяйте эту информацию и до новых встреч!